Всем привет, это канал Готовить Просто. Сегодня готовим вот такой черничный торт. Это очень вкусный торт, посмотрите, какая красота, какой сверху крутой мусс. Ну, в общем, все вкусно-вкусно. Пробовать будем в конце видео, дождитесь, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной и будем готовить вместе. Нам понадобится одно яйцо комнатной температуры, сметана у меня 20%, так, любое растительное масло, сахар, разрыхлитель пол чайной ложки и чайная ложка соды, мука, щепотка соли и какао. Начнем с мокрых продуктов. Значит, выливаем вот в чашу миксера яйцо, сюда же сразу добавляем сметану, добавляем растительное масло и взбиваем в течение 2-3 минут. Теперь сюда просеиваем муку. Я вот так одновременно сыплю муку, сахар, какао и соду с разрыхлителем, ну и щепотку соли. Я заварила кофе. Значит, я использую не растворимый заварной кофе, но можно использовать любой. Мне нужно где-то 2 столовые ложки кофе. Значит, вот так я буду добавлять в тесто, но тесто может быть чуть-чуть у всех разное, чуть-чуть гуще, чуть-чуть реже, потому что сметана может быть у всех разная. Я добавлю 2 столовые ложечки, перемешаю, посмотрю по консистенции теста и покажу вам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, как оно сбегает? Вот такое оно получается. Чем-то похоже, знаете, на красный бархат, когда мы с вами делаем. Вот такое вот тесто. Формочку нужно взять диаметром 20 сантиметров. Дно я устилаю пергаментом, бока ничем не смазываю. В разогретую духовку на 180 градусов отправляем наш тортик. Значит, печется он где-то минут 40. Но у всех духовка разная, плюс-минус 5 минут может быть разница. Значит, проверяйте деревянной палочкой, чтобы внутри он не был мокрый. И еще, он может взяться такой шапочкой сверху, ничего страшного в этом нет. После того, как он выпечется, переверните его на решетку. И так немножко придавите рукой, но я покажу, как я делаю. Теперь приступим к готовке черничного мусса. Значит, я использую чернику. Посмотрите, у меня здесь 700 грамм черники. Но можно использовать любую ягоду, абсолютно любую. Просто с черникой красиво, да и вкусно. Так, кроме черники мне понадобится желатин, обязательно лимон, то есть мне понадобится сок половины лимона, ну и сахар. Начнем с желатина. Желатин засыпаем в небольшую емкость и заливаем водой комнатной температуры, не горячей водой. Сейчас я покажу, как я делаю. Возьму ложечку. Значит, я заливаю водичкой, вот так вот размешиваю, чтобы у меня получилась такая жидкая консистенция, приблизительно где-то 50 мл водички. Смотрите, получилась жидкая водичка. Теперь отставляем в сторону, и пока будем готовить чернику, желатин набухнет. Ягоду нужно хорошо помыть. Ее можно не высушивать. Значит, ягоду нужно перетереть на сито, чтобы было удобнее. У меня есть вот такая вот штука, как-то она так правильно называется, для пюрирования. То есть сделать пюре из ягоды. Если вы где-то найдете, то купите, потому что это очень удобное дело так делать. Так, все, засыпаем ягоду и протираем. Люблю лето. Запах черники такой, ну вот вкусно. Хочу обратить ваше внимание. Вот смотрите, здесь остаются сами вот шкорочки от ягод. Вы видите? Если вы просто потолкете толкушкой, ну такого эффекта не будет. Нам нужно именно пюре. Понимаете, а если, допустим, косточки, вот, например, как малина, вы будете перетирать, можно с малиной, например, делать, то лучше делать именно на сито. А ложкой давить это не очень удобно, поэтому найдите вот такую штуку. Я вас уверяю, она продается. Посмотрите, сколько пюре у меня получилось. И смотрите, сколько жмыха у меня осталось в итоге. Смотрите, выдавливаем сок из половины лимона. Сюда в ягоды отправляем сок, который мы выдавили, и отправляем сахар. Все перемешиваем, и нужно взять небольшую кастрюльку, но с таким плотным дном, не тонкую. Теперь ставим на огонь до растворения сахара, то есть фактически чуть-чуть оно должно еле подогреться, чтобы сахар растворился. Но ни в коем случае оно не должно закипеть.
Вы можете использовать замороженные ягоды. Посмотрите, как застыл желатин. Теперь его нужно растопить, можно в микроволновке, но не нужно, чтобы он закипел. Посмотрите, какой жидкий получился желатин. Вливаем желатин в ягодное пюре. Перемешиваем и оставляем, чтобы оно полностью остыло. Бисквит у меня тоже готов. Посмотрите. Значит, когда я вынимаю его из духовки, у меня тоже есть шапка. Я просто горячим переворачиваю сразу вниз на решетку и придавливаю рукой. Вот такой он должен получиться. Теперь он должен полностью остыть. Фактически он у меня уже остыл. Сейчас я доделаю мусс и будем собирать торт. Значит, с желатином черника у меня уже остыла. Теперь я достала из холодильника холодные 33% сливки. Начинаем их взбивать. Теперь добавляем сахарную пудру. Так, посмотрите, когда сливки превратились вот в такой красивый крем, сюда отправляем все ягодное пюре. Значит, добавляю частями, где-то на 2-3 раза делю. В общем, вот такая вкуснота у нас получилась. Теперь собираем торт. Весь этот мусс отправляем в холодильник минут на 15-20, чтобы желатин начал застывать. Я сейчас попробую. Вообще хочу сказать, что весь этот мусс, он напоминает фруктовое сливочное мороженое. Вот так это вкусно. Очень нежно и очень вкусно. В общем, зачем делать торт? Едим так, как мороженое. Бисквит нужно разрезать на 2 части. Вот эту неровный верх, вот эту верхушку нужно срезать. Так, вот этот верх, это можно просто покушать. Я его в торт не использую, он очень вкусный, этот бисквит. Теперь вот этот следующий корж отправляем в самый низ. Берем формочку, в которой мы пекли этот бисквит, устилаем дно пергаментом и отправляем первый корж на дно. Заливаем половину мусса в торт. Значит, тот мусс, который мы залили в формочку, убираем в холодильник минут на 15, а тот, который остался, оставьте на столе. Этот в холодильнике быстрее подстынет, и мы сверху положим еще один корж. А этот еще немножечко будет ждать, он не так быстро застынет, как тот, который здесь в формочке. Посмотрите, через 20 минут, видите, здесь уже такое подстывшее все. А вот здесь, то, что стояло на столе, еще жидковатое. Сверху закладываем еще один бисквит и заливаем все муссом. Убираем в холодильник до полного застывания на всю ночь. Посмотрите, как застыл торт. Видите, сверху он застывший. Теперь острым ножом проходимся по всему краю. Открываем аккуратно формочку, снимаем. Вот так получается, посмотрите. Перекладываем это все на форму. Ну, у меня вот такой разносик беленький. И будем декорировать. Сверху украшаем тоже черникой. Можно полить шоколадом, но он такой красивый, идеальный сверху, что я бы не добавляла ничего, никакого шоколада, вообще ничего. В общем, вот такая красотень. Ну, в общем, все. Красота готова, можно пить чай. Посмотрите, как выглядит внутри. Вот такая красота. Ну что, фоткаем и пробуем. Посмотрите, как аппетитно. Ну все, я уже хочу его пробовать. Посмотрите, как режется. Оп. Ну что, я пробую. Пахнет шоколадом. И запах черники не чувствуется, но шоколадом пахнет. Он нежный такой. Мусс нежный, просто какой-то воздушно-нежный. Как вкусно. Значит, что я еще сделала? Я растопила шоколад вместе со сливками. Можно декорировать торт, затягивать его шоколадом, но мне кажется, он такой красивый, никакого шоколада не надо. Но каждый кусочек можно, так сказать, дома поливать шоколадом. Вот у меня просто шоколад вместе со сливками. Мне кажется, так вкуснее всего. Но вообще я люблю шоколад. Оп. Попробуем сейчас с шоколадом. Можно полить сверху. Это уже как хотите. Мне кажется, шоколад дополнит, так сказать, всю картину. Он подчеркнул, так сказать, вообще завершение торта.
Ну, это очень вкусно. Я, наверное, вся грязная, да? Смотрите, какая красота. В общем, я вам всем рекомендую. Готовьте с любыми ягодами, не только с черникой. С любыми ягодами будет по-разному цвет, будет отличаться вкус, но это просто бомба, не торт. Ну, в общем, вот такой сегодня был рецепт, такой летний, воздушный. Приготовьте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, отпишитесь по поводу торта. Пока-пока.